Было это в Сибири, во время войны. И случилось пережить этот ужас нам двоим, мне и подружке Галя. Мне было 5 лет, а Галя на год меньше. Отцы наши воевали на фронте. А матери, в то время еще молодые женщины, часто собирались вместе, погоревать, порадоваться, помочь друг другу. Жили мы на одной улице. Дети тоже общались между собой. И вот в один зимний день я пришла к подружке поиграть. А наша мама пошли к тете моей через дом, и закрыли нас снаружи на замок. Остались мы вдвоем. В комнате стоял круглый деревянный стол. Тогда он нам казался таким большим. Рядом с ним в катке рос фикус. У стены стояла железная кровать, накрытая большим ватным одеялом. Так в памяти все и осталось. Мы с Галей устроили под столом домик, и играли там в куклы, которые нам мамы шили. И вдруг слышим шаги. Медленные тяжелые шлепки по полу. Мы выскочили из-под стола, взялись за руки и в страхе уставились на дверной проем, откуда доносились звуки. Стоим, а шлепки все ближе и ближе. И вот из-за печки показалась медвежья морда. Большой, ростом с нас будет. Медведь медленно продвигался к дверному проему. Мы очень близко смогли рассмотреть его, узкая мордочка с блестящими черными глазами-бусинками, густая коричневая шерсть, очень широкий, проходя через дверной проем, он задевал боками косяки и буквально протискивался через него, и сопит. Мы, не сговариваясь, пулей залетели на кровать, накрылись одеялом с головой и замерли. Слышим шлеп, шлеп, шлеп. Медведь не спеша подходит к кровати и одним вдохом, медленно втягивая воздух, проводит своим носом от наших ног до голов. И тишина. Больше ничего не слышно, ни шлепков, ни сопения. Сколько времени мы так пролежали, не знаю. Но я сказала Гале, что задыхаюсь и не могу больше. Она ответила, что тоже не может больше дышать. И мы потихоньку приподняли одеяло. Осмотрелись. Заглянули под кровать, никого. Кровать стояла вплотную к окошку. Мы бросились к нему, оборвав шторки и оглядываясь на дверь. Начали стучать парами и орать не своими голосами: «Мама! Мама!» А рамы-то, как назло, двойные. Зима ведь. Стучим, орем, никто не слышит. На наше счастье по улице проходила женщина, шла она в сторону того дома, где были наши мамы. Она нас увидела. В этот же момент кто-то из наших мам тоже вышел на улицу, и женщина сказала, что в соседнем доме дети сильно стучат в окошко и кричат. В следующую минуту мы увидели, как, накинув фуфайки и подобрав подолы, несутся к нам наши мамы. Открыли дверь. Мы кинулись навстречу, каждая к своей матери, вцепились в подолы и одно только слово орем: «Медведь». Взрослые обыскали весь дом. И чердак, и подполье, и стайку, и кладовку. Конечно же, никого не нашли. Что это было? Мы с Галей позже сверяли все, что увидели, один в один. А спустя время в школе мы писали сочинение на вольную тему. Я написала эту историю. И получила 2. Галя тоже решила написать. Ей поставили кол. В 40-е годы не верили в мистику. Вообще с этим домом не одна такая история была. Женщины поговаривали, что под домом этим клад зарыт. И что клад этот приходил к нам в медвежьем образе. Сказали, что надо было ударить его наотмашь левой рукой по морде, и он бы тогда рассыпался монетами да каменьями драгоценными. Но кто бы смог так сделать? Уж точно не дети.